Жизнь так коротка. Эта фраза знакома каждому. А что было бы, если бы люди жили по миллиону лет? Может, тогда бы мы забыли о спешке и постоянных гонках? Как бы изменилась наша жизнь, если не пришлось бы никуда спешить? Не так давно ученые нашли на дне океана живые бактерии, которым было более 100 миллионов лет. А как бы проходили наши будни, будь нам столько лет? Американский ученый и профессор Ави Лоэб пытался найти ответы на эти вопросы. Первым делом, по словам ученого, нужно будет уменьшить срок работы всех преподавателей до 100 лет, чтобы была возможность новым именам стать профессорами. А еще в торт на день рождения не получится вставить такое большое количество свечей, а тем более задуть их все сразу. Но мы знаем, что никак не в состоянии отсрочить собственную смерть, но вполне можем взять под контроль свою жизнь. Предыдущие поколения считали именно так. А еще что под солнцем нет ничего нового. Но это совсем не так. Сегодня, благодаря развитию современных технологий и бионауке, вполне можно представить будущее, в котором продолжительность наших жизней существенно увеличится. Ави Лоэб задает вопрос: что если такое случится, то как тогда изменится наша жизнь? Ведь, имея в арсенале намного больше времени, мы смогли бы ставить перед собой более амбициозные цели. По словам ученого, люди стали бы больше внимания уделять окружающей среде, межличностным отношениям и сотрудничеству, ведь жизнь людей была бы уже не настолько коротка. Прожив не одну сотню лет, люди стали бы мудрее, научились избегать рисков и опасностей. Быть может, на фронт больше не стали бы отправлять молодых солдат, да и начинать войны тоже бы не имело смысла. Тем не менее, даже при наличии абсолютно всех стратегий для выживания, существование человечества оставалось бы под вопросом. Ведь динозавров от астероидов не спасли их огромные размеры. Несчастных случаев не станет меньше, а больницы, по мнению ученого, все так же будут заняты пациентами. Перенаселение Земли и поиск новых мест для жизни. Большая продолжительность жизни людей может привести к перенаселению планеты. При нынешних показателях рождаемости количество населения Земли может вырасти до 100 триллионов человек. И чтобы контролировать рождаемость и не допустить перенаселения, придется изменить государственную политику во всех странах. Альтернативой может стать вариант отправки людей на другие планеты для того, чтобы всем жителям хватало запасов энергии и пищи на нашей планете. Но есть и отличные новости. Ведь, живя миллион лет, мы сможем осуществлять космические путешествия, которые ранее были недоступны. Человеку потребуется 100 тысяч лет, чтобы добраться до Проксима Центавра на космическом корабле. По словам ученого, это путешествие для человека, живущего миллион лет, можно будет сравнить с 10-летним полетом к Плутону, учитывая среднюю продолжительность жизни сейчас. Но чтобы совершить полет длиною в 100 тысяч лет, на корабле необходимо обеспечить подходящие условия и устойчивую экосистему. На сегодня ближайшая к нам звезда Проксима Центавра. Но через сотни тысяч и миллионы лет все изменится, и человечество будет ставить новые цели. Наше небо в ночное время будет каждый раз выглядеть по-новому. Будут возникать сверхновые явления, некоторые из которых могут стать угрозой для биосферы Земли. Современные технологии сегодня развиваются с учетом непродолжительного количества лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в миллион лет, наша возможная среда обитания в корне изменится. Спустя миллионы лет современных изобретений и разработок наша планета может и не справиться с разрушительными силами собственных же разработок. Один из вариантов найти ответы – это заняться поиском техносигнатур цивилизаций на других планетах. Согласно исследованиям, спустя время во Вселенной исчезнут все виды и формы жизни. Наша Вселенная расширяется и охлаждается, поэтому даже самые большие звезды все равно погибнут. В космосе не будет больше энергии, чтобы поддерживать жизнь.
Но ближайшее наше будущее не будет таким печальным. Основной плюс – это увеличение продолжительности нашей жизни и жизни наших родных. Но тогда и преступники будут жить дольше и смогут совершать больше преступлений. Ави Лоэб полагает, что период пожизненного заключения придется существенно уменьшить. Почему именно 1 000 000 лет? Это произвольная временная шкала, равная периоду, когда наши предки появились в Африке. 1 000 000 лет — это намного меньше, чем возраст Земли, Солнца и Вселенной. Легко можно представить себе продолжительность жизни и в 1 000 000 000 лет. Учитывая такой солидный возраст, все наши мысли и опасения относительно нашего мира выглядят весьма наивно. Такой вывод сделал ученый. Сколько бы всего полезного и нужного изобрели бы лучшие умы человечества, если бы жили хотя бы пару сотен лет, а тем более 1 000 000. Это не означает, что люди бы перестали умирать от болезней, войн и голода, но это существенным образом повлияло бы на всю жизнь. Отпуск можно было бы значительно увеличить, сделать рабочий день немного короче, ведь спешить-то некуда. За 1 000 000 лет люди успевают наработаться. Каждый человек смог бы попробовать себя в разных сферах деятельности, получить образование и отучиться во всех вузах, которых захочет. А сколько всего можно повидать за 1 000 000 лет? Человек смог бы минимум по несколько десятков лет прожить в каждой стране мира, не один раз совершить кругосветное путешествие и уж точно накопить за всю жизнь себе на жилье. Чтобы избежать возможного перенаселения планеты, государство ввело бы ограничения на количество детей и количество браков. Любое неподчинение каралось бы штрафами. Наверное, каждый из нас хоть раз мечтал продлить свою жизнь. Продлить молодость и возможность активной, полноценной жизни, лишенной спешки и вечной гонки. Давайте представим, если мы будем жить в среднем хотя бы 100 лет. Во-первых, мы можем стать умнее, ведь увеличится период несовершеннолетия, и детям придется дольше учиться. Взрослые будут больше учиться, чтобы быть мудрыми, особенно в вопросах детей. Живя даже целый век, можно не беспокоиться о возможном перенаселении планеты. Это ведь не 1 000 000 лет. А если предположить вариант меньшей рождаемости, то это не лучшим образом отразится на мировой экономике. Ведь очень много людей треть своей жизни будут находиться на пенсии. Обеспечение пенсионеров – задача каждого отдельного государства. Пенсионеров становится все больше, поэтому многие страны вынуждены увеличивать пенсионный возраст и повышать налоги в стране. По словам футурологов Рэя Курцвейл и Хосе Кордейро, уже после 2045 года человек сможет жить практически бесконечно. Это будет возможно благодаря слиянию человека с компьютером. Ученые считают, что совсем скоро любой человек сможет ощущать себя 20-летним, а стоить такое удовольствие будет не дороже ремонта телефона. Но не все ученые согласны с этой теорией. Историк Юваль Ной Харари предполагает, что в 21 веке человечество не сможет увеличить продолжительность жизни. Теоретически жить 500 лет возможно, но далеко не в скором будущем. Резкий скачок произошел в 20 веке, когда благодаря медицине средняя продолжительность жизни увеличилась почти в 2 раза. В 21 веке такой скачок невозможен даже с помощью новейших методик и разработок. Если увеличение продолжительности жизни приведет к увеличению численности людей на планете, ничем хорошим это для нас не закончится. Согласно исследованиям ООН, максимальная пропускная способность Земли — 8 миллиардов человек. Мы уже практически приблизились к этой отметке. По другим данным, наша планета сможет выдержать и 16 миллиардов человек. По оценкам экспертов, к 2100 году количество людей на планете достигнет отметки 10-12 миллиардов человек и остановит свой рост. В чем опасность большой продолжительности жизни? По словам Харари, увеличение продолжительности жизни серьезно скажется на рынке труда. Для появления и реализации новых идей и технологий нужна смена поколений. А что будет, если человек более 50 лет занимает свою должность? Особенно остро вопрос смены поколений может стать в политической жизни.
Сегодня конкретный пример – это Беларусь, где люди требуют смены власти. А такое может быть в каждой стране из-за увеличения продолжительности жизни человека. Остро встает вопрос браков и разводов, ведь и сейчас, живя намного меньше, люди все чаще разводятся. Поэтому странно надеяться, что они смогут в будущем прожить более 100 лет вместе. Не исключено, что большую часть жизни человек захочет провести сам, уделяя время себе и своим желаниям. Также непонятен вопрос, когда же 150-летнему человеку выходить на пенсию и чем заниматься. Может, он захочет на пенсии улететь на другую планету? Согласно опросам, до 120 лет хотят дожить 38% американцев и 45% населения постсоветского пространства. Это может быть обусловлено тем, что в будущем все будет роботизировано и предсказуемо. Можно будет в кратчайшие сроки получить доступ к любой информации. Людям тогда придется изучать что-то новое, и, может быть, они смогут приоткрыть тайны сознания, смогут начать жить в гармонии с окружающей средой или даже колонизировать другие планеты. А вы как считаете? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!